Привет! Я Макс, тут уютное подземелье. И здесь я рассказываю об играх и не только. Сегодня я продолжаю свою серию роликов о чудесной игре Dagger Heart, которая относительно недавно обновилась до версии 1.4, переписав и исправив многие нюансы правил, а также особенности рас, о которых я так старательно рассказывал в своем прошлом видео. Изменения коснулись также и классов, о которых многие из вас просили меня рассказать. Но чтобы вновь не попасться в ловушку патчноутов, я постараюсь не углубляться в нюансы механик и особенностей классов, ведь с новой ревизией правил их могут запросто изменить. Поэтому я постараюсь дать максимально базовое и поверхностное описание доступных на данный момент классов в Dagger Heart. Но прежде чем я перейду к своему рассказу, я попрошу вас поставить лайк и подписаться, если вам нравится, что я делаю. А также приглашаю вас в свой телеграм, где мы вместе сможем следить за обновлениями Dagger Heart, обсуждать их, а также другие игры и новости, которые нам интересны. Все, с лирическим отступлением закончил. Приятного просмотра. Всего на старте Dagger Heart предлагает 9 классов, каждый из которых имеет 2 уникальных подкласса. Каждый из классов является комбинацией 2 доменов, то есть областей знаний, определяющих набор карт, то есть доступных заклинаний и способностей класса. Доменов на данный момент также 9, и они включают в себя следующие специализации. Домен Арканы, он же домен Тайны, символизирует врожденный талант к необузданной, но весьма могущественной магии. Последователи домена Клинка посвящают свою жизнь освоению мастерства владения оружием. Взамен на долгие тренировки и подготовку, данный домен предлагает способность нести смерть другим. К домену Кости присоединяются те, кто обладают поразительным контролем над своими физическими способностями. Домен Кости предоставляет своим адептам непревзойденное понимание тел, их движений в обмен на усердные тренировки. Кодекс — это домен углубленного изучения магии для тех, кто стремится к магическим знаниям, записанных в книгах и свитках. Кодекс предлагает глубокое и разностороннее понимание магии тем приверженцам, которые готовы выйти за рамки общепринятых понятий о мире. Грация — это домен обаяния. С помощью захватывающего повествования, обаяния или покровов лжи, обладатели этой силы определяют реальность своих противников, подчиняя их восприятие своей воле. Грация наделяет своих обладателей необузданным магнетизмом и мастерством владения речью. Полночь — это домен теней и тайн. Благодаря своим хитроумным трюкам под покровом ночи, последователи этих сил практикуют свое искусство сокрытия, позволяющее добраться куда угодно и достать что угодно. Последователи полуночи с легкостью создают свои и разгадывают чужие загадки. Домен мудрости олицетворяет силы природы. Он наделяет своих приверженцев бьющей ручьем силой цветения и свирепостью голодного хищника. Домен великолепия олицетворяет саму жизнь. С помощью магии последователи этого домена получают потрясающую способность как даровать, так и лишать жизни. Ну и наконец, последователи домена доблесть посвящают своей жизни защите своих союзников в бою. Домен доблести поощряет тех, кто поднимает свой щит, защищая других, даруя им огромную силу. Итак, из комбинаций этих доменов и появились следующие классы. Бард совмещает в себе грацию и кодекс. Представители этого класса являются мастерами очарования и могут специализироваться на любом из множества видов исполнительских искусств, включая пение, игру на музыкальных инструментах, рассказывание историй или анекдотов. Для сотворения заклинаний бард использует наружность в качестве основной характеристики. Подклассы барда — мастер слова, владеющий даром убеждения оратор, и трубадур, музыкант, воодушевляющий союзников своей музыкой. Друид — комбинация мудрости и тайны. Те друиды, которые практикуют тихую работу по управлению флорой, скорее всего, не будут замечены другими, в то время как те, кто контролирует грубую животную силу, могут внушать ужас. Обычно друиды развивают свои способности в небольших группах, часто связанных определенной традицией или местностью. Друид полагается на инстинкт в качестве основной характеристики при создании заклинаний. Подклассы друида — хранитель стихий, ранящий врагов с помощью природных стихий,
и хранитель жизни, специализирующийся на лечении союзников. Страж – воплощение доменов клинка и доблести. Стражи известны тем, что сражаются с поразительной яростью, даже против превосходящих сил противника, но вместо того, чтобы безрассудно броситься в бой, они склонны использовать оборонительную тактику, защищая своих соратников. Горе тем, кто причинит вред союзнику стража, поскольку они не скоро забудут такую обиду. Подклассы стража – твердыня, принимающая на себя удары врагов, и возмездие, мстящее обидчикам своих соратников. Рейнджер олицетворяет домены кости и мудрости. Рейнджеры – это высоко квалифицированные охотники, которые, несмотря на свои боевые навыки, редко используют их в армии. Благодаря мастерству владения телом и глубокому пониманию дикой природы, рейнджеры превращаются в хитрых тактиков, привыкших сражаться без помощи организованной военной силы. Однако, многие рейнджеры сражаются бок о бок с животными-компаньонами, с которыми у них сложились прочные духовные узы. При сотворении заклинаний они полагаются на ловкость. Подклассы рейнджера – следопыт, выслеживающий добычу, и дрессировщик, связанный узами со своим питомцем. Плут – комбинация доменов полночи и грации. Плуты – это подлецы, ведущие образ жизни лжецов и воров. Используя свой острый ум и клинок, плуты могут обмануть своих врагов с помощью манипуляций так же легко, как взломать замки или влезть в окна. Представители этого класса являются мастерами магического ремесла, пополняя свой арсенал множеством смертоносных инструментов. Заклинания плута зависят от его уровня искусности. Подклассы плута – член синдиката, обладающий полезными знакомствами, и ночной странник, скрывающийся в тенях. Серафим воплощает великолепие и доблесть. Божественные воины и целители, назначенные своим богом, серафимы преисполнены священной цели. Во всем мире существует множество божеств, и потому различные типы серафимов следуют идеалам своих богов. Лучше быть союзником серафимов, так как они будут ужасающими карателями для тех, кто идет поперек их предназначению. Колдуя, серафимы полагаются на свой показатель силы. Их подклассы – крылатый страж, наносящий удары в полете, и божественный боец, владеющий легендарным оружием. Чародея определяют тайна и полночь. Чародеями становятся те, кто получили свою силу от предков, а затем отточили свое мастерство благодаря обучению и тренировкам. Могущество чародея ограничено лишь силами, дремлющими внутри него, а пробудить их возможно в том случае, если вместо погони за новыми знаниями чародей будет развивать свой врожденный потенциал. Магия, заключенная в заблудшем или необразованном чародее, может представлять собой серьезную опасность. Поскольку магия в чародеях в них с рождения, при создании заклинаний они полагаются на инстинкт. Подклассы чародея – первобытная магия для тех, кто предпочитает необузданную мощь, и стихийная магия для тех, кто предпочитает повелевать силами природы. Воин воплощает кость и клинок. Чтобы стать воином, требуются годы, а часто и вся жизнь, тренировок и посвящения себя мастерству владения грубой силой и оружием. Более того, многие воины понимают и важность гибкости тела и ума, что делает их одними из самых востребованных солдат. Обычно воины вступают в армию, присоединяются к наемникам или даже королевской страже. Зачастую у воинов есть любимое оружие, а встать между воином и его верным клинком – фатальная ошибка. Воин может выбрать либо подкласс пути убийцы, сокрушающего могучими ударами, и подкласс пути храбреца, сохраняющего самообладание перед лицом любых опасностей. И, наконец, из кодекса и великолепия собран волшебник. Тех, кто приобретает магическую силу в течение многих лет обучения, называют волшебниками. Обучаясь в учебных заведениях или индивидуально, они оттачивают свое мастерство. Многие волшебники становятся мудрыми и влиятельными фигурами в своих сообществах, консультируя правителей, обеспечивая лекарствами и целительством и даже возглавляя военные советы. Несмотря на то, что все представители этого класса работают над достижением общей цели, сбором магических знаний,
Очень часто в рядах волшебников возникают конфликты на почве зависти и недоверия, ведущие к жертве. Волшебники, очевидно, полагаются на свой показатель знаний. Подклассы волшебников включают в себя две школы. Школу знаний, готовящую мудрецов и хранителей тайн магического мира, и школу войны, готовящую бойцов, пользующихся магией в разрушительных целях. Итак, чтобы не повторять ошибки из прошлого видео, не буду погружаться в нюансы способностей и особенностей классов в одном видео, ведь со следующей версией правил их могут кардинально изменить, как случилось с прошлым моим роликом. Вместо этого, скорее всего, сделаю серию небольших роликов, разбирая актуальные на данный момент фичи классов. Обязательно напишите в комментариях, как вам такая идея. И не забывайте подписаться на канал, а также на мою телегу, где мы обсуждаем эту чудесную игру и не только. Большое спасибо за просмотр, играйте в хорошие игры и пока!